Здравствуйте, мои дорогие! Я приветствую вас на своем канале. С вами бабушка Сунбо. Садитесь поудобней, и я расскажу продолжение сказки «Розовый мотылек». Глава 4, заключительная. Итак, королева-мать спросила свою дочь, как она все это время жила и где пропадала. Принцесса Аби начала свой рассказ. На том давнем злосчастном балу ко мне подошел один молодой юноша и пригласил меня на танец. Я кружилась в вальсе, и мне казалось, что я порхаю. Потом он пригласил меня прогуляться в сад. Там он признался мне в своих чувствах, но я не хотела замуж, ведь была еще столь юной и не думала об этом. Мне хотелось порхать, как бабочка, и я мечтала вдыхать аромат роз и всех цветов в саду. Я сказала ему об этом, отдала ему розу, а сама ушла. Спустя какое-то время я вдруг почувствовала легкость и полетела, как мотылек. Я подлетела к вам, отец, и к вам, матушка, но вы не узнали и не услышали меня. В этот момент меня поманил аромат роз и пионов из сада, и я полетела в цветник. Когда стало темнеть, я легла в распустившийся бутон розы. Лепестки сомкнулись и накрыли меня, как одеялом. Я согрелась и заснула. На следующий день, когда я проснулась, то забыла свой дом и всех вас. Я стала бабочкой. Мне нравилось порхать с цветка на цветок. Я захотела полетать по окрестностям и поискать другие цветники. В одном дворе увидела маленького мальчика лет 6, который ухаживал за красивой клумбой. Цветник был таким великолепным и разнообразным, что я решила остаться в нем жить. Мальчик любил со мной играть. Я улетала, а он бежал за мной и смеялся звонко-звонко. В один из таких дней около ограды дома появился тот самый юноша, которому я вернула розу. Лицо его было злым и мрачным. Он проник во двор, схватил меня своей рукой и сильно сжал. Мне было очень больно. Потом он бросил меня на траву и ушел. Матушка мальчика подняла меня и отнесла в дом. Они уложили меня в розовую розу, и я крепко уснула. Король с королевой не могли уснуть всю ночь. Они расстроились после печального рассказа дочери. На следующий день за ужином принцесса рассказала вторую историю своей жизни. Я словно заснула в лепестках этой розы, проснулась на лесной поляне, где было много полевых цветов. Я увидела мальчика-отрока. Он пришел ко мне на поляну, и мы играли с ним. Я улетала от него, а он пытался догнать меня и делал вид, что хочет поймать. Потом, когда он лег на траву, я села на цветок, который был рядом с ним, и рассматривала его. От него исходил знакомый аромат цветов, и мне рядом с ним было очень спокойно. Когда он протянул мне свою руку, я без страха села на его ладонь. Всю дорогу он смотрел на меня. Он принес меня в тот самый цветник, аромат которого так манил и казался знакомым. И я осталась жить в его цветнике. Мы с ним были неразлучны. Когда я просыпалась каждое утро от лучика солнца, он всегда был рядом со мной. И вот однажды я опять увидела того злого юношу,
которому вернула розу и ушла. Мое сердце забилось от страха, и я села на плечо к своему другу. Он занес меня в дом. Его матушка была очень добра и к тому же искусница. На ее стене висело полотно, на котором были цветы. Они были как живые, и я села на один из них и заснула. Ночью я проснулась от того, что меня плотно заворачивают в паутину. Это был огромный черный паук. Это была вторая жизнь принцессы. На третий день вся семья собралась за ужином и с нетерпением ждали продолжения рассказа о жизни принцессы Абби в теле бабочки. Принцесса начала свой третий рассказ. Я снова заснула и больше не видела этого ужасного черного паука. В следующий раз я проснулась гусеницей и готовилась стать бабочкой. Меня заметил один очень красивый молодой человек. Он не потревожил меня, а наоборот, каждый день оберегал и наблюдал за мной. В один из теплых дней я появилась на свет уже бабочкой. У меня были крылья. Я порхала с цветка на цветок, а рядом со мной всегда был тот прекрасный юноша, и я была счастлива. Однажды в саду гуляла одна совсем еще юная девочка. На ней было платье, а на нем прекрасные розы и пионы. Они были словно живые, и я решила сесть на эти цветы. Мне показалось, что я уже видела их где-то. Сидя на платье этой особы, я оказалась в зале. И тут я увидела того самого злодея, который меня раздавил в своей руке. Взгляд его был ужасным, а под одеждой был спрятан сачок для ловли бабочек. Он всюду преследовал эту юную особу. Когда я увидела вас, матушка, и вас, отец, я вспомнила все и полетела к вам, чтобы укрыться в ваших одеждах от этого негодяя. Но тут люди стали кричать: «Ловите ее! Ловите!» Я очень испугалась и не знала, куда мне лететь. Тут я снова увидела этого ужасного злобного мужчину. Он хотел меня поймать, и я отпрянула от его руки. Мои крылышки оказались рядом со свечами. Мне опалило всю спину и стало очень больно. Больше я ничего не помнила. А когда я открыла глаза, то увидела вас, матушка, и вас, отец. Я даже узнала, что у меня есть младшая сестренка. От рассказа дочери лицо короля стало суровым и злым. Он хотел обрушить все небеса на голову тому, кто посягнул на его дочь. По законам сказочного королевства никто не имел права покушаться на кого бы то ни было, особенно на членов королевской семьи с помощью колдовства. В противном случае он лишался волшебной силы и изгонялся из королевства навсегда. Он не имел права оставаться в королевстве даже в качестве простолюдина. В этот момент крылья у принцессы Абби почернели, и все пришитые кусочки отвалились, и ей стало плохо. Она снова впала в забытье. Король собрал в тронном зале всех старейшин волшебников, магов и чародеев. Приказал привести к нему чародея, который сшил принцессе крылья. Он при всех спросил его: «Какой иглой ты сшивал моей дочери крылья?» Тот дрожащим голосом произнес:
простой иглой, Ваше Величество!» «Ты лжешь!» — крикнул в ярости король. Он обратился к присутствующим в зале. «Проверьте его немедленно!» Маги, волшебники и чародеи встали вокруг провинившегося чародея и образовали круг. Проговорили волшебное заклинание, и вокруг него появился черный туман. Это означало только одно: у него черная душа, и он лжец. Вокруг того, кто чист душой и не лжет, должен быть белый туман. Король в ярости приказал лишить его волшебной силы и изгнать из сказочного королевства навеки. Принцесса Абби лежала на своей кровати и умирала. В этот момент в ее покое зашел Эльрик. Он уже все знал. В его руках были маленькие кусочки, оставшиеся от бархатистой тонкой розовой ткани. Он взял простую иглу и стал их пришивать к крылышкам, и они сразу приживались. И так, кусочек за кусочком, он пришил их и починил крылья. Принцесса тут же открыла глаза и узнала юношу, в которого влюбилась с первого взгляда, и тайком, сидя на лепестках розы, любовалась им. Младшая принцесса Вики тихо заглянула в покои своей сестры и увидела ее в полном здравии. Они с Эльриком сидели вдвоем на краю кровати, держались за руки и смотрели друг на друга. Вики тихо закрыла дверь и пошла к матери с отцом, чтобы сообщить им радостную новость. Король и королева были счастливы. Они выдали свою старшую дочь Абби за прекрасного юношу Эльрика и сделали его своим зятем. Подарили молодым пол сказочного королевства. Когда на свадебной церемонии в красивом саду Эльрик поцеловал свою возлюбленную, крылья исчезли. А спустя год у молодых родилась маленькая дочка. Она тоже была во всем розовом. Все жили долго и счастливо. Конец сказки, мои дорогие. Но это не конец. Это начало следующей истории. Мои дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась эта сказка. Тогда подпишитесь на канал, и мы с вами встретимся в следующей истории.